Ну, приветствую вас, дорогие подписчики. Сегодня мы будем говорить про абрикоски, или про инжир, или про, не знаю, как еще это по-другому назвать. На самом деле это императорский удав Альбина Шарп. Так вот выглядят жировые яйца, то есть неоплодотворенные. То есть акт спаривания был, оплодотворение не произошло по какой-то из причин. Может быть, самец еще молодой, может быть, самец не подошел, может быть, что-то пошло не так. В общем, что-то могло пойти не так по множеству разных причин. Звезды не сошлись, да, там, Нептун был не в той фазе. И итогом стало сколько, кстати, вот сколько бы у нас могло бы быть малышей. Можно посчитать: раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. То есть это могло быть 22 малыша. Но выглядят они вот таким вот образом. Мадам отложилась вчера вечером. Я ее не трогал, потому что никогда не знаешь, на какой момент это уже завершено. Вот, процесс завершен. Если напугать ее, начинать доставать эти жировые яйца, напугать раньше времени, то она может, грубо выражаясь, может спазмироваться, и в итоге какие-то яйца остались бы внутри. Еще важный момент: она достаточно сильно схуднула и, как вы видите, раздирала себе нос. То есть они пытаются выбраться, мы тут уже на стекла уже все, что можно, там уже скотчи клеили и все прочее. То есть они пытаются носом, вот так вот, видите нос как выглядит, носом максимально выталкивать пространство, где они находятся, где они могут выбраться. Таким образом себе его растирают, и там им постоянно нужно обрабатывать антисептиком, но опять же с беременными мадам это достаточно проблематично. Вот. Ну, конечно, грустно, что у нас получилось вот так вот. Хотелось бы, конечно, получить потомство. Вот сейчас мы это все убираем, весь террариум приводим в порядок. Засыпаем все сразу сюда опилки, как обычно, крупную фракцию достаточно. Вот. Ну и, соответственно, нужно будет в ближайшее время мадам покормить, потому что за 6 месяцев беременность, как правило, 5-7 месяцев может длиться, она теряет очень много ресурса, и опять же падает очень сильно иммунитет. Вот. На то, чтобы вот эти вот жировые яйца сформировать, тратится очень много сил. Так, а давайте-ка мы нашу мадам достанем. Вот. Если она у нас не будет против. Сейчас. Если получится. Так, ну, конечно, мадам уже начинает силами у нас мадам сопротивляется. Сейчас мы все-таки этот вопрос как-нибудь решим. Вот видите, насколько она похудела, что видно все жилы. Вот, ее нужно будет сейчас искупать. Так, сейчас мы ее возьмем и отнесем ее в душ. Одной рукой это просто сложно делать. Вот видите, вот особенно то место, где были малыши, оно самое худое. Вот, мадам. Вот смотрите, аж ребра видно. Беременность очень сильно высасывает силы. Так, мадам, укладывайтесь на свою веточку. Вот, ну и, соответственно, сейчас мы будем мадам купать. Делаем температуру, чтобы было комфортно змее. То есть она должна быть выше нашей температуры, ну, в смысле, ниже. Вот, то есть нам должна быть чуть-чуть прохладненькая. Вот, пока роды 100% не завершились, мы змею вообще не трогаем. Вот, смотрите, видите, практически везде. Видно, что шкура висит очень сильно. Сейчас попытаюсь. Вот, видите, складка. Вот, аж прям ребра видны. То есть теперь ее нужно будет постепенно. Вот, смотрите, как хорошо видно. Видите, аж прям позвоночник видно. Сейчас ее нужно будет постепенно откармливать, чтобы она приходила в норму. То есть нужно создавать ей максимально идеальные условия, чтобы она хорошо переваривала. То есть сначала давать более-менее мелкого размера крысу. Скажем, если для нее норма была 300, 350, 400 грамм, то сейчас нужно будет дать 150 грамм, чтобы она ее переварила. И потом, спустя время, как переварит и прогадится, можно будет давать уже покрупнее. Носик у нас будет зарастать до следующей линьки примерно. Она уже не пытается выбраться, потому что, собственно, кладку она сделала, пусть и не самую удачную.
Вот, поэтому на этом, я так думаю, ее нервы закончатся. Все, теперь будет милая, спокойная змейка, которая будет хотеть активно кушать. Раньше у нее с этим проблем не было, поэтому, думаю, сейчас тоже не будет. Оно стоит, ну, по словам некоторых специалистов, сделать укольчики витаминов. Вот. Ну, посмотрим, нужно ли будет или нет. Будем смотреть по состоянию, по поведению. Достаточно будет давать хорошего качества корм. Посмотрите, насколько прям сильно ребра видно, когда они худеют. Вот, потому что это же, по сути, белок они. Будущие малыши, если бы они были бы оплодотворенные. Это ж очень много новой жизни. Вот, но в данном случае не получилось. Чего не скажешь про наших радужных удавов. Вот, ну смотрите, такой вот маленький обзорчик был. Милашку, сейчас я буду ее купать, потому что в одной рукой это сложно делать. Вот, ну надеюсь, вам понравилось. Будут вопросы, задавайте. Все, вот всем до встречи, пока-пока.